Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Ваша судьба со дня на день. Какие события скоро ворвутся буквально в вашу жизнь? Что идет на ваш порог? Давайте с вами узнаем. И правда, ворваться что-то может. Ну, конечно, иносказательно, но перемены могут быть. Совсем недавно Плутон ушел в ретро-движение и как будто притормаживает, возвращая нас к какой-то прежней истории. И это значит, что до середины октября таков транзит ретроградный, как бы обратное движение. Скорее всего, Плутон вернет в наши жизни что-то к пересмотру, причем к пересмотру убеждений. И в жизни каждого из нас трансформируется система ценностей. Но тут ведь включается еще вопрос, когда Уран в близнецах, это перемены. И это то, что нас как будто толкает вперед. Поэтому мы как будто увязываем наши желания, наши обстоятельства, которые присутствуют вокруг нас, и то, что мы хотели бы осуществить. Поэтому вот эта серьезная трансформация, она может проходить не один месяц. Но по срокам, если мы говорим, то тут может быть что-то стремительно. Вы сами можете что-то резко изменить. Вот это направление какое-то. И у вас выпадает, тем не менее, а у вас хороший период, мои дорогие овны. Может быть, где-то внутренне это ощущается достаточно непривычно. Но это больше вдумчивости, причем вам самим хочется. Ну, это так в целом, я с учетом транзитов. Но благополучие, когда вот этот голубь выпадает, это, знаете, когда у нас вообще все хорошо. Даже если пусть идет что-то непонятно как, и выпадает древко вот такое, да, листва, означает как ожидание. Может быть, вы и ждете решения какого-то вопроса. Ну ладно, давайте посмотрим. Как раз карты старинного цыганского пасьянса нам и расскажут, и покажут. А вы ждете, может быть, известия. Смотрите, у вас прямо радость идет на ваш порог. Венок, благополучие, радость. Ну, может быть, ждете решения какого-то вопроса. Ну, вот правда, поворотный момент может быть. Колокол – это может быть внезапная информация. Причем это та информация, которую мы в средствах массовой информации слышим. Или это, знаете, может и человек вам принести какую-то новость, свое решение. Но это не от нас зависит. Это именно через обстоятельства, какие-то события, которые происходят вокруг вас. Итак, здесь ведь может, знаете, как побудительный мотив, такой своего рода толчок, да, какое-то событие или то, что вы услышите, дать, ну, фору вперед. Когда вы до этого, возможно, и о чем-то думали, но либо не решались, либо сочли это не совсем своевременным, нужным. А тут ведь может быть у кого-то из вас внезапная встреча. Смотрите, вот, кстати, цыганка, да, мы говорим. Ну, поэтому назван так пасьянс, я думаю. И просто прописано, это образ такой цыганки, имеется в виду тот человек, которого мы недостаточно хорошо знаем. Но рядом выпадает ангел. Поэтому, может быть, это как два разных совершенно персонажа. Буквально реальный какой-то человек, но иногда в нашем пасьянсе ангел свидетельствует о помощи высших сил. И это правда. Это на самом деле так, потому что я как говорила, у вас благополучный, благоприятный период. И даже если, вот поверьте, есть какие-то у вас проблемы, ну куда без них, правда? Но поверьте, вот ваша-то позиция, она намного сильнее, чем у других людей в этот период. Хотя мы можем воспринимать, все ведь от нашего восприятия зависит, ну так сложновато. Или наоборот, вам может, знаете, что-то надоесть, что-то наскучить. Вот я такое тоже не исключаю. Потому что все эти транзиты, тут вроде как и хочется этот рывок вперед сделать. А тут мало что ретро-Плутон, так у нас еще и Сатурн в таких градусах находится сейчас, который где-то отдаленно напоминает ситуацию, которая еще на конец 2025-го, начало 2026 года сложилась. Но, в принципе, у вас само по себе благополучие от начала до конца. И, может быть, для кого-то из вас важная встреча. Кстати, я этого не исключаю. Как новое знакомство. Почему нет? А вообще, у вас еще совпадают. В нашем пасьянсе мы можем складывать
кто смотрит, может быть, впервые, по диагонали мы не можем, а по вертикали, горизонтали в крайних рядах карты сложить можем. И вот когда выпадают часы, добрые перемены. То есть все равно вот что-то стремится, даже если и завершится в каком-то контексте, но это как вам расчищает пространство, дорогу. Но, может быть, какая-то важная встреча, даже деловая, я этого тоже не исключаю. Какая-то важная персона, все-таки у вас ангел выпадает. Так, смотрим, что еще мы можем соединить. Откровенно говоря, я не вижу совпадений. Но если так повнимательнее, ну, правда, не вижу. Поэтому мы с вами пойдем дальше. Да, не вижу. И зададим конкретные вопросы. Первый. Что скрывает будущее? Вот какие тайны? Может быть, эта тайна откроется. А коль уж вам тут тем более выпало значение, что да, новость какая-то или ну, какое-то событие, что изменит ваши планы? Вот такой вопрос мы с вами задаем. Что изменит планы овнов? И следующая карта. А что же вас будет радовать? Что вам будет помогать? В чем ваша сила, по сути дела? Ну и спросим, к чему же все идет, или что будет вами продолжено, или в целом продолжаться. И по основным сферам жизни, вот какие события буквально вас ожидают со дня на день в разных сферах жизни. Итак, со дня на день любовь, личная жизнь. То есть это где-то скоро. Финансы тоже. Что ждет Овна со дня на день по финансам? Ну и ваши дела, документы, ваши достижения, важные контакты. Что ждет, что идет на ваш порог? Со дня на день, то есть в ближайшие дни. Итак, что же там скрывает будущее, какие тайны? Может быть, это как раз то, что вы узнаете и заставит вас изменить планы. Пятерка Пентаклей, мелкая карта. Мы говорим недостаток. Недостаток взаимопонимания, недостаток, может быть, по финансам. Карта мелкая, повторюсь, но это ведь иногда бывает, когда нам просто не нравится какой-то статус финансовый наш, да? Это не говорит о том, что уже прямо тут что-то плохо. Ну, может, у кого-то и так. Но вот есть какая-то нерешенная проблема. Или когда вам что-то надоело, вам тут что-то наскучило, здесь вам явно что-то не нравится. Паж жезлов. Пажи – это вестники. Тут, посмотрите, выбирает паж, куда пойду, направо-налево. Как будто еще нужно постоять, подумать, какое-то мгновение, может быть. Вот у вас какой-то выбор создается, который будет где-то граничить, может быть, в сфере отношений, причем скорее деловых отношений. Это не совсем тут про личную жизнь. Или какие-то, правда, согласования, может быть, важные встречи, важные люди. И одновременно, может быть, и складывается какой-то тема, узор по финансам или что-то граничит с финансами. Ну вот это, наверное, как по Сатурну, правосудие, да, мы сказали карма. И в некоторых колодах так и прописано карта кармы. Иногда это может быть как получение важного документа или какой-то бумаги, извещение, может быть, из каких-то структур. Или, может быть, это вам нужно срочно подготовить какую-то бумагу важную и все просчитать. Когда выпадает этот аркан, он всегда нас предупреждает о том, что мы должны сделать что-то как в согласии с законом, чтобы, может быть, это у кого-то вопросы дома и личной жизни, королева кубков, может быть, это нужно тоже решить вопрос, который касается семьи или планов семейных. Иногда это олицетворяет именно наших близких супругов. И мы не будем привязываться именно к полу карты, что королева. У кого-то может быть и король. Может быть, у кого-то просто человек, который рожден под знаком зодиака стихии воды. Может быть, какая-то новость, которая связана именно от близких. И вот они деньги. И, кстати, это карта помощи высших сил. У вас ангел. Это карта финансового успеха.
И может быть побудительный мотив, как я говорила. Ну вот как-то кольчушка маловато, хочется денежек побольше, может быть какие-то новые направления, новые заработки. Возможно, иногда по пажам мы учимся, потому что нам необходимо. Возможно, курсы, возможно, сертификат какой-то нужно получить, который вам открывает дорогу в будущее. Это точно. Вот, но есть какая-то составляющая, которая вот пока, видимо, еще не состыковалась. Может быть, пока вот вы смотрите это видео. Но, по сути, со дня на день мы где-то период мая с вами берем. Поэтому в мае я какая-то финансовая победа, мои дорогие, она вас ожидает. Единственный момент, вот смотрите, 5 пентаклей и 6 пентаклей. Ведь эта карта, как я говорю, всегда работает в одном направлении. Это вам, как будто кто-то помогает. Или вы сами пусть себе помогаете, понятное дело, Овен всегда на себя надеется. Но вот, наверное, аура, какая-то атмосфера вокруг вас, она более гармонично складывается, чтобы вы как раз и могли что-то согласовать. Но к вам ведь тоже могут обратиться. Для кого-то это предупреждение. Не давай в долг, не одолжай деньги. Не покупай, может быть, что-то эдакое, что очень просит душа. Но как-то быть внимательной по финансам. Потому что эта карта также имеет, как и любая карта, и плюсы есть, но и есть некоторые минусы. Так вот, помни, рука дающего завтра может стать рукой просящего. Но в принципе, если есть у вас как бы необходимость, да, решить наоборот финансовый вопрос, то у вас это получится. Так, а что же будет радовать? Любовь, личная жизнь, взаимопонимание, искренность, взаимоподдержка. Может быть, это один человек, мои дорогие. Может быть, это радостные какие-то вести, которые касаются вашей семьи. А для кого-то, правда, знакомство, встреча. Такое может быть. Ну и к чему же все идет? Что будет продолжаться для вас, мои дорогие овны? О, так только все начинается. Колесо фортуны. Но вот если кто-то заскучал в уголке, думает так, елки, вот эта рутина надоела, и, может быть, и лица какие-то, да тоже надоели. И вообще все то, что происходит, надоело, уже хочется что-то поменять. Ну, наверное, не гоните пока лошадей, потому что тут действительно мало что высшие силы на вас виды имеют, но вы сейчас как и во власти фортуны. Поэтому такой, к чему все идет? А к тому, что перемены какие-то будут. Перемены, которых вы не можете отменить. И вот у вас выпадал колокол. Будьте на всякий случай, мои дорогие овны, готовы к тому, что, ну, возможно, для кого-то из вас сложится такая ситуация, что для кого-то, как я говорю, камни с неба, а вам какая-то вот именно создавшаяся обстановка может помочь. Да, эта карта предусматривает, что мы действуем быстро. Но тут за скоростью у Овна не заржавеет, прямо скажем. Но вот понимаете, вот этот момент, его и не поторопишь, но и упустить нельзя. То есть нужно понимать, где, может быть, переключить или переключиться самому на что-то более стоящее, или то, что в руки идет, или то, что сейчас складывается в данный момент как возможность, ведь это всегда шанс. И оставить какую-то рутину, может быть, вам и придется не ставить перед собой какие-то с позиции перфекционизма планы, что вот сначала я это сделаю, а вот уже потом что-то другое. Будьте готовы к внезапному повороту событий. Причем, как я уже говорила, начинаться может что-то криво. Или что-то вот пока, ну, непонятно. А это будет продолжено и сложено вами в какой-то красивый узор. Потому что сейчас фортуна на вашей стороне. Личная жизнь. Со дня на день. Что ждет овнов? Либо к вам кто-то может приехать буквально часто, 6 мечей. Это дороги. Может быть, и вы куда-то поедете. Вполне вероятно, у кого-то как сам по себе подготовка к какой-то поездке. Вполне вероятно, по этой карте эфир, пространство, интернет, поиск работы. Поиск работы может быть онлайн. Возможно, работа на дому. Вот очень часто. Или посредством интернет, новых цифровых технологий вы здесь можете как что-то и изучать. Получили новости, знаете, может быть, это у вас в голове какой-то пазл складывается, как нужно действовать. И тут явно есть какое-то продолжение. Я должна сказать всегда 6 – это победа. У вас уже есть 2.
Но, правда, эта карта, она больше говорит о первых шагах. Как будто потребуется мужество, не просто, ну, как задуматься о чем-то и, может быть, сделать этот выбор, но еще как будто нужно сделать первый шаг, что-то как минимум попробовать. Но мы говорим о личной жизни. Может быть, у кого-то из вас важная встреча, важное знакомство в дороге. Ну, что еще? У кого-то из вас, ну, смотрите как. Я вот тут даже вижу, помириться можно. Вот, знаете, такого вселенского баланса хочется сказать, шестерка пентаклей. По крайней мере, вам именно о таких энергиях хочет сказать. Карта силы. И пусть это вот рядом с девяткой мечей, ведь это карта искаженного восприятия. Это то, чего нет в реальности. Просто, ну, где-то мы подзастряли, можно сказать, ретро-Плутон. Потому что мы подзастряли вот как в одном каком-то статическом моменте. И мы вот на какой-то период, либо мы привыкли уже к этой рутине, ну, хотя для Овна это сложно мне, например, представить, но мы все люди. Бывает так навалится, когда одно, второе, третье, еще какое-то пятое, десятое, и непонятно, как из мешка горох, какие-то проблемы. И ты тут невольно уже думаешь, ну, елки-палки, тут прям вот сразу так, это сложновато преодолеть. Но вы-то преодолеваете. Я бы сказала, смотрите, это ваша сила. Да, для кого-то может проиграться как страстная любовь, отношения, но можно и помириться, можно встретиться, планировать какую-то встречу. А если было раньше много сомнений, они как сходят на нет. Конечно, у кого-то, хоть мы и смотрим, я сказала про работу, да, по шестерке мечей. Ну, вопросы, как бы личная жизнь, конечно, мы и любовную историю подразумеваем, но у кого-то это ваша личность, которая вот когда и работу надо совместить, может, работа на дому, да, и тут тебе и личная жизнь, тут тебе и вопросы дома, да тут все сразу. Может быть, у кого-то из вас вот и такая конфигурация, но ваша сила, знаете, в том, это всегда карта как критического мышления, имеется в виду, вот этот огонь, если такая страстная, мы говорим, карта, но это огонь, это то, что в вашем сердце, в вашей душе. А голова ваша холодная будет. Вот, видимо, даже какие-то темы, касаемые личной жизни, может быть, и есть интерес. Какой-то у мужчин, например, иногда такое бывает, именно по этой карте, как женщина, с которой хочется быть рядом, мои дорогие девочки. И есть, может быть, какой-то человек, который тоже, вы его зацепили своей харизмой. Ну, это и больше, конечно, для тех, кто один или одна. Но тогда тут я могу предположить, какая-то встреча может планироваться. А для тех, кто в паре, для тех, кто человек семейный, то у вас все равно сильная позиция. Вы скорее будете тут первую скрипку играть. Потому как, вот как решит как будто Овен. И, может быть, кстати, остальные тоже ждут. Ваши домочадцы, потому что вы сильные люди. И идей у Овна всегда больше. Ну и решимости, безусловно. Пока кто-то топчется на месте, Овен, как правило, уже действует. Но вот, видимо, вам нужно все равно что-то очень хорошо обдумать. Очень добрые карты. А если и есть на сегодняшний момент вот это разочарование, то вы со дня на день его преодолеете. Финансы. На финансы вам выпадает одна из лучших карт на финансы. Туз пентаклей. Конечно, у кого-то это может быть новый вид заработка, новый способ, может быть, вид деятельности, да? Или дополнительный доход, не исключаю. У кого-то важная бумага, сведения какие-то о деньгах. Добрые могут прийти тоже. Или для тех, кто ищет работу, конечно, по тузу пентаклей вы можете найти. То есть откуда к вам приходят деньги? Но все-таки это туз, это где-то прообраз начала или каких-то новых энергий. Поэтому я допускаю, что кто-то из вас, ну, может быть, с учетом Урана, где-то вы будете пересматривать вот именно саму концепцию прихода к вам денег. Или, может быть, по этой карте как дополнительный какой-то, да, но у кого-то это может быть премия. Если, может быть, там пенсии, стипендии, здесь тоже может быть как поощрение или пересмотр какой-то. Или так или иначе, может быть, в виде подарка или каких-то субсидий. Но тут что не задумай, при вот грамотном отношении финансы на вашей стороне, это точно. Ну и ваши достижения.
Дела, контакты, планы. Не торопи, не гони лошадей. Семерка пентаклей здесь как будто, обратите внимание, колода ведьмочек тоже пришла вместе с котиком. Кстати, пришла наша ведьмочка посмотреть, могу ли собрать урожай. Ну, нет, пока еще рановато. Нужно за ним ухаживать, за этим садом, чтобы наступило время, и мы как будто этот урожай богатый сняли. Давайте посмотрим, тут есть какая-то задержка. А вы сами можете не хотеть. Вы сами можете осторожничать в каких-то вопросах. Кстати, мы ведь смотрим дела, работу, бизнес. У кого-то, если даже вы искали работу, будьте готовы к тому, что, ну, допустим, вы ее найдете, а вам предложат какой-то альтернативный вариант, и вы будете думать. Потому что иногда по этой карте, как будто с одной стороны, в прежнем каком-то номинале, да, мы как будто все сделали, что могли. И наступает время идти вперед. И причем эта карта говорит, ты накопил силу. Но мы смотрим на короткий достаточно период времени. И поэтому для кого-то из вас просто будет важный какой-то вопрос, который вы будете обдумывать. Действовать, не действовать, соглашаться, не соглашаться. Но самим, скорее точно, смотрите старший аркан. Где-то и совет дает. Ты пока не торопись. Может быть, пронаблюдай. Может быть, на уровне договоренностей. Но, кстати, мы вот тут смотрели с вами, да? Не торопись в чем-то участвовать. Не торопись, может быть, какой-то платеж делать. Ну, мало ли, кого-то купля-продажа недвижимости. Имеется в виду, конечно, мы и не должны упустить какую-то возможность. Вот обратите внимание, как и колесо фортуны, так и туз пентаклей круглый. То есть, ну, где-то есть такой намек на то, что, ну, фортуна, как я говорила, на вашей стороне, момент удачи, успеха какого-то. Но, видимо, тут ведь тоже нам говорят, да, лев, прообраз нашего эго. Может быть, это где-то связаны вопросы с личной жизнью, с вашим участием, с вашей помощью. Ну, наверное, какие бы ни были планы, даже если со дня на день, ну, нет такого быстрого прогресса, да, то тогда, ну, представьте себе, что, возможно, ваша судьба, ваша фортуна. Тут ведь скоро что-то и убыстрится, будьте к этому готовы. Но, видимо, вот в ближайшие дни жизнь может напоминать, ну, как качели. Вроде бы и что-то идет в руки, или что-то получается, может быть, и быстро, но что-то и становится на паузу. Поэтому хочется сказать, как императорам, да, разделяй и властвуй. То есть, ну, разделить все равно нужно, имеется в виду определить, чем заниматься, на что, может быть, силы бросить, а куда-то вот и не нужно торопиться. Потому что всему свое время. Вам, может быть, и нужно, дает такое пространство, ну, как позицию на короткий период со дня на день, чтобы вы что-то как правильное для себя решили, обдумали. Ну и баланс, конечно, пока держи. Я ведь могу сказать так. Карты могут несколько останавливать вас еще и потому, с учетом выпавших карт, что, может быть, не со дня на день, а до конца мая где-то. Я такое допускаю. Вы услышите какую-то новость или что-то вокруг вас, вот как обстановка изменится, и вы свои планы еще раз подкорректируете. Этого я тоже не исключаю. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые овны. А я благодарю вас за ваши добрые комментарии, за вашу поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.